Рад видеть вас на своем канале Skydog Camping. И меня попросили сделать обзор, сделать видео, какой горелкой я пользуюсь, какой газовой горелкой я пользуюсь во время путешествия. Я люблю путешествовать, в основном это связано с рыбалкой, когда я выезжаю куда-то на рыбалку. И раньше я брал бутерброды и термос, и это холодная пища. И хочется что-то горячего кофе. Но если это кофе или чай, можно сделать все в термосе. Вот, то хочется также еще и горячей пищи. Для горячей пищи я приобрел себе газовую горелку, которая маленькая, легкая, ее удобно с собой носить. Она у меня всегда находится в рыболовном ящике. Вот, я ее беру всегда с собой. Хочу поделиться, сейчас заканчивается зима, скоро мы будем выезжать на отдых, на природу, куда-то на какие-то кемпинги или в какие-то места, посидим у костра, отдохнем как следует, но лучше подкрепляться горячей пищей. Почему я никогда не готовил, практически никогда не готовил на костре, мне не нравится, потому что это отдельно нужно складывать посуду, и все это будет в саже, это нужно вести с собой угли и прочее. А самое главное, эта посуда будет сильно пачкаться. Ты будешь сам весь в саже, для этого нужны перчатки, для работы с костром и так далее. А здесь может справиться любая хозяйка, любой ребенок и без проблем. Итак, какой горелкой пользуюсь я? Я пользуюсь горелкой самой простой, которую купил на Алиэкспрессе. Вот так она выглядит. Здесь с резьбой. Это я купил для того, чтобы, если ставить что-то пошире, у нее открываются дополнительные ножки. Видите, она у меня такая копчененькая, она уже много лет, я ей пользуюсь. Итак, она для баллона предназначена. Здесь у меня существует, показал несколько баллонов. Видите, есть такой баллон, большой баллон с таким креплением. Этот баллон, который, аббревиатура у него ЦВ. Аббревиатура ЦВ. Есть так называемый дихлофос баллон, да, как в России таких очень много. Цанговый баллон. Почему выставил два баллона? Смотрите, здесь написано на 4 сезона. Здесь газ, смесь газов, который будет работать зимой. И это летний, осенний вариант такой. Здесь тоже газ. Но это не на 4 сезона. И есть с резьбой такой баллон. Это классификация С. Он с резьбой. Эта горелка предназначена для того, чтобы накручивать на резьбовой баллон. Эта горелка очень мощная, 3,5 киловатта, 3500 ватт. Она реально хорошо греет. Эта горелка. Я даже могу показать, запустить. Сейчас она прогреется. Она сейчас войдет в рабочий режим, прогреется, и жарит она очень даже капитально, я вам скажу. Ну вот теперь горелка у меня это нагрелась, я пока не могу ее использовать. Под нее используются разные баллоны под эту горелку. К этой горелке я все эти баллоны могу подключить. Для этого существуют специальные переходники. На Алиэкспресс я купил вот такой переходничок.
Здесь резьба и там резьба. С двух сторон резьба. Для чего это надо? Это надо баллон с резьбой, если мне один с другим баллон с резьбой перекачать. Такие баллоны, они, может быть, для кого-то достаточно дороги. Поэтому достаточно купить только один баллон какой-то. И покупать вот эти дешевые баллоны и заправлять. В итоге с такими переходниками я могу заправить, перелить газ из одного в другой баллон. Итак, для того, чтобы мне это сделать, я еще купил нацанговый баллон. Вот такой переходник. Сюда я накручиваю с резьбой. Так, вот такая система у меня получилась. Здесь у меня для цангового баллона, для вот этого вот. А здесь у меня уже в этот баллон. Итак, я накручиваю. Итак, я накручиваю на этот баллон резьбу. Вставляю сюда цанговый баллон. Как следует потрясу все это дело. Вставляю сюда цанговый баллон. И открываю клапан. И у меня цанговый баллон перетекает сюда. Здесь 250 миллилитров, вот написано. Этот 200... А, этот 400, значит, да? Вот, написано. Нет, это 220. Вот здесь правильная аббревиатура написано. 220. И здесь 250, здесь 220. Как раз замечательно перетекает сюда все. Далее. С этого цангового баллона я могу перекачать в этот баллон большой. То же самое. Сюда влезает этот 450, а этот 220. 220 этот. Сюда помещается два вот таких цанговых баллона. Есть специальный переходник. То же самое вставляешь, он 70 центов стоит. Я покажу потом фотографию его. И просто рукой берешь, надавливаешь, и он за какое-то время перетекает с этого баллона в большой баллон. То есть вам достаточно купить какой-то только либо такой баллон. Дальше. Если мне с этого баллона, здесь видите, нет резьбы. Это аббревиатура CV стоит. Тогда у меня есть такой переходник, называется Caveo. К сожалению, они стоят дорого. Ну как дорого, но я заплатил за него 16 евро за этот переходник. И я ставлю, здесь есть резьба. Этот переходник ставится сюда. И я спокойно накручиваю свою горелку, как я уже показывал. То есть проблем нету. Можно переместить любые жидкости, имея переходники. Дальше у меня есть еще один вот такой переходник. Это тоже с AliExpress. И тоже он совсем дешевый. Видите, здесь цанговый баллон сюда вставляется. У него открываются ножки вот так. Вот так он выглядит. То есть сюда накручивается горелка с резьбой. И на этот баллон одевается. И, пожалуйста, если для большой компании, то этого баллона я не знаю, насколько хватит. Я хочу жарить шашлыки, у меня газовая горелка. Мне хватает, ну, на 4 больших раза для компании пожарить шашлыки. Вот, это вставляется сюда. То есть это настолько универсальное. Можно вскипятить воду на такой газовой горелке. А, я не показал, как цанговый баллон сюда подставляется. Снимается колпачок.
Ну, так как у меня сейчас просто будет выходить, отсюда горелка не накручена, сюда вставляется цанговый баллон. И вот так это дело все выглядит. И ставится на ножках куда-то. Это маленький, компактный для рыбака или для одного-двух человек. Вот этого баллона хватит на очень много, на очень долго этого баллона хватит. Это все убирается компактно. Вот. Проблем никаких нету абсолютно. Далее. У меня с собой всегда имеется вот такой вот маленький детский чайничек. Это на 2 кружки воды. Если вы идете небольшой компанией, вдвоем или один, вот это вам хватит. Зачем вам греть там литр целый большой или еще что-то. В чайнике у меня, видите, вот еще с прошлой рыбалки у меня осталось. Я это все не доставал. Видите, у меня здесь 3 в одном кофе. 2 штуки. И внутри вот так вот у меня упакован сахар. Это сахар. И здесь чайные пакетики. Здесь штучки 4-5 штучек сахара. Все зависит от того, насколько долго я иду. Вот. Все это умещается здесь. Сахар, кофе, все остальное. То есть, пожалуйста, занимает мало места. И на 2 кружки чайник, я его могу вскипятить максимум за 1 минуту на этой горелке. То есть, это все происходит очень довольно быстро. Когда она разогреется, она просто так гудит, эта горелка, что 3,5 киловатта это мощная штука. Просто сейчас она не вошла в рабочий режим, поэтому пламя было большое. Буквально поработает она 5 секунд, пламени такого большого не будет. Она станет греть, как газовая плита, только в несколько раз мощнее. Вот. Так что вот, я этим пользуюсь, друзья, советую вам всем этим тем же пользоваться. Сейчас мы будем выезжать на рыбалку, на природу. Кто выезжает, пожалуйста, возьмите на заметку. Я сделаю какие-то ссылки, где я все это покупал. Все это куплено, вот это все на Алиэкспрессе. Так что решайте, какой баллон вам нужен, какие переходники из этих вам нужны. И еще последнее, что хотел сказать, показать, это возьмите с собой вот такую штуку. Я когда смотрел видео, думал, что мне это не понадобится. Я поставлю где-то зимой между санок, летом возле пенька где-то поставлю и задувать не будет. На природе реально, даже когда ты не чувствуешь ветра на лице или там ты в лесу где-то находишься, кажется, ветра нету, то на открытой площади реально сдувает, задувает эти горелки. Приобретите вот такую вот защиту. Ну, у меня вот она вот такая вот. Смотрите она разная по высоте. Обратите внимание, у меня высота вот она сантимов 25. Она у меня. Меньше не советую брать, потому что нужно ставить чайник и все остальное. Вот так она выглядит. Это экран от ветра. Например, вот так устанавливаете. Сюда ставите эту горелку. Сюда чайник. Все остальное ставите. И вам ветер не задувает. Мне ее пришлось, эту горелку, переделывать, потому что это у всех такая беда. Вот эти соединения, которые приходят, я сейчас вам покажу. Вот видите, тут у меня загнуто, и с этой стороны у меня загнуто. Это я сам искал проволоку, это вязальная проволока для арматуры. Я вставлял. Простая приходит без загнутых вот этих вот частей. Без загнутых частей, и простая проволока отсюда вываливается, теряется на природе. Они разваливаются просто по частям. Она состоит из нескольких секций. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секций и 25 сантимов. Она очень легкая, но эта вещь я просто теперь беру, она плоская, видите какая.
И я ее всегда беру с собой, потому что эта вещь очень классная. Так что вот такое мое снаряжение. Вот, так что я это все использую, беру. И вам советую это делать. И у меня газовый гриль. Но вы можете перейти на мой сайт и посмотреть, как на газовом гриле все быстро происходит. Опять никакой сажи, никакой грязи, ничего этого нету. Это самое важное. Тебе не нужно розжиг вести, тебе не нужно брать эти тащить угли. И тебе не нужно разводить этот костер. То есть, если идет дождик, просто я могу в любом месте, зонтик какой-то открыл. Я могу в палатке, в конце концов, когда идет сильный дождь, просто в тамбуре спокойно делать. Мне не прожгет эту палатку, и у меня будет всегда горячая пища. Пожалуйста, пользуйтесь, если кому-то помог, то я рад был, что показать вам, как можно облегчить себе жизнь. Так что всем успехов, всего доброго и всем удачи.